Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить игрушке бронетранспортер из серии «Военная техника», который производился на Тульском патронном заводе. Известно, что в 1967 году был анонсирован в журнале «Новые товары» выпуск новой серии игрушек военной техники, среди которых был и этот БТР. То есть начало выпуска можно ориентировочно назвать 1967-68 год. Также известно, что перестали их производить в 1995 году. Прообразом для этой модели послужил реальный советский бронетранспортер, разработанный коллективом завода имени Сталина на базе грузового автомобиля ЗИС-151. Принят он был на вооружение вооруженных сил СССР в 1950 году. Бронирование БТР-152 рассчитано на защиту экипажа от пуль калибра 7,62 мм. При некотором везении от средних дальних дистанций, более 500 метров, лобовая проекция может выдержать обстрел из 12,7 мм пулемета. В качестве основного вооружения в этом бронетранспортере используется пулемет СГМБ на 7,62 мм, установленный на специальных гнездах вертлюжных кронштейнов. Наибольшая прицельная дальность стрельбы составляет 2,3 км. Питание пулемета ленточное, в каждой ленте по 250 патронов. Возимый боекомплект составляет 1250 патронов. Этот БТР-152 находился в серийном производстве с 1950 по 1955 год. До сих пор эти машины состоят на вооружении около 3 десятков государств. Так, Вьетнам продолжает эксплуатировать эти бронемашины и, похоже, пока не собирается снимать их с вооружения. Всего было собрано около 12 тысяч БТР-152 различных модификаций. Игрушка бронетранспортер выпускалась под номером 5 в серии «Военная техника». Корпус этой игрушки сделан полностью из металла, а материал днища менялся в зависимости от периода производства. БТР-152 красился оружейной краской, так как производился он в литейном цехе патронного завода. Пластиковыми деталями у него являются только колеса и на поздних вариантах еще и днище. Этот БТР единственный среди всех игрушек этой серии, у которого есть имитация человека с пулеметом сверху. Это в некотором плане немного оживляет этот БТР и делает его уникальным в рамках этой серии. Эта игрушка в процессе производства менялась в некоторых деталях, что в свою очередь делает ее более привлекательной для коллекционеров. На сегодняшний день можно насчитать около десятка разновидностей этого БТР-152. Отличия могут быть в надписях на днище, в материале изготовления днища, в наличии запаски сзади, в форме пулемета и некоторых деталей корпуса, в подкрашивании деталей и тому подобных мелочах, которые истинным коллекционерам очень интересны. Хотя этот бронетранспортер из металла, но все-таки имеет свои слабые места. Чаще всего отламываются у него дуло пулемета, фаркоп и другие выступающие детали, например бампера. Самые ранние БТР, фотографии которых мне удалось найти, были без клейма завода и цены на днище. Заклепки на днище по форме более выпуклые, чем в более поздних игрушках, и создается впечатление, что под ними установлены небольшие шайбы. Отличительной особенностью ранних БТР-152 является фаркоп, который сделан в виде пластинчатого крючка на заклепке. Позже фаркоп начинает отливать единой деталью с днищем. Лицо пулеметчика подкрашивалось телесной краской. На задней части имеется запасное колесо. БТР с металлическим днищем имел несколько разновидностей. Кроме названных выше, без каких-либо надписей и с разными видами фаркопов, позже на днище появляется пустая рамка, в которую мог ставиться штамп краской с ценой 1 рубль 10 копеек с логотипом Тульского завода, но встречаются варианты и без этой печати. Следующий вариант надписи на металлическом днище – это указание только цены без логотипа. На таком днище цена уже не наносилась краской, а была отштампована на металле. Следующий по хронологии тип днища производился с ценой и маленьким логотипом завода. И завершающим вариантом металлического днища был с ценой и большим логотипом. Стоит отметить, что все варианты бронетранспортера с металлическим днищем комплектовались сзади запасным колесом. Скорее всего, из-за технологических сложностей, а может быть для удешевления, позже днище стали делать из пластика. Сначала на пластиковых днищах были и цена, и логотип.
Есть вероятность, что эти бронетранспортеры сначала делали с запаской сзади, но я такого варианта не встречал при поиске информации. Хотя у аналогичной игрушки Тульского патронного завода под номером 13, а именно у противотанковой ракетной установки, такой вариант встречается. То есть вполне вероятно, что и наш бронетранспортер мог быть с пластиковым днищем и с запаской. Все остальные варианты БТР с пластиковым днищем до конца производства запаской не комплектовались, и крепление под нее также пропало с корпуса. Затем с пластикового днища пропала цена, но логотип еще присутствовал. Лицо у пулеметчика перестают подкрашивать телесной краской, а красят в цвет самой игрушки. На поздних моделях 90-х годов пластиковое днище пропадает даже логотип и остается только рамка. Можно заметить, что на дверях посередине есть полоска, которая скорее всего изображает дверную ручку. В более ранних вариантах эта полоска длинная, в поздних короткая. Также может отличаться форма дула пулемета и его кронштейн крепления. Других явных отличий между ранними и поздними игрушками практически нет. Если и встречаются какие-то, то они в основном связаны с особенностями литья. Например, как в ранних, так и в поздних БТР может встречаться разная длина ребер на капоте. Размер оконных рамок может отличаться, и даже количество насечек на ступеньках бывает разным – 12 или 13. Но это нельзя приписать каким-то периодам или редкостям, просто невысокое качество отливки, обработки и покраски. Подобная игрушка производилась силами Запорожского трансформаторного завода. Этот вариант очень похож на тульский, но все-таки отличия просматриваются и перепутать их сложно. В моем обзоре сегодня принял участие бронетранспортер самого раннего образца, без надписи на днище и с металлической пластиной фаркопа. Коробок к этой игрушке, судя по всему, было несколько разных вариантов, которые отличались по дизайну, цвету и надписям. В составе наборов автомобиль размещался просто в общей коробке в выделенном ему месте в пенопласте. Если вам интересны игрушки серии «Военная техника», то на моем канале есть еще обзоры по этой тематике. Переходите по ссылке, которая появилась сейчас у вас на экране. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!